Доброе утро, и вот еще один день во Вьетнаме. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường ngầm cảnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang màu nước, súng ai ra trên vũ quân hành ca. Đường minh quang xây xa vẫn thù, tăng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiếng màu xa xa trường. Tiếng lên cùng tiếng lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Это канал «Мечтательница у моря». Меня зовут Саша. И я показываю вам свое путешествие во Вьетнам. Это город Ничанг. И сегодня погода была не очень веселая, мягко сказать. И я решила пойти на одну из главных достопримечательностей города – Чамские башни. Вход обошелся примерно в 100 рублей. Добралась я до места на автобусе городском. Собственно, ничего особенного. Башня Панагар – это такой архитектурный комплекс культовых сооружений времен государства Чампа. Он расположен на вершине горы Кулау в Ничанге, и очень прикольно, что оттуда открывается очень красивый вид на реку и на город. Так вот, комплекс построен был во времена королевства Чампа, или говорят еще Тямп, которое существовало на территории современного Вьетнама со 2 по примерно 7 век. Изначально на этом месте было построено деревянное святилище, но после его разрушения в 8 веке комплекс был восстановлен из камня и кирпича. Ну, вообще, честно говоря, это вот, можно сказать, одно из древнейших сооружений на территории Ничанга. Вот. Изначально комплекс состоял из 10 башен, но до наших дней сохранились только 4. Вон на том мосту я гуляла. Это другой мост. Другое место, река грязная после дождей. Там он прикольные стоят. Я возле башен Панагар. Ну, так, галочку поставить, что я... Чем еще заняться в такую погоду, не знаю. Поэтому... Туристов тут мало сегодня. А вот сами башни. Сняла дождевик. Вроде как пока нет дождя, если что, надену обратно. Так вот, в комплексе 4 башни. Это главная башня северная, она самая большая, и она как раз-таки посвящена богине Панагар. Южная башня посвящена богу Шиве. Центральная возведена в честь Шампху, бога плодородия. И северо-западная башня посвящена другим индуистским божествам. Ну, в общем, красиво, достаточно прикольно. Ну, здорово, что не было людей, но было очень мокро, и я сняла дождевик, но потом его снова надела, и потом снова полил дождь. Еще интересно, что комплекс – это действующий буддийский храм, и в те места, где молятся монахи и проводятся обряды туристам, войти нельзя. Но когда в башнях нет монахов, туда можно зайти. Ну, еще важно, что, конечно же, зайти в башни можно с покрытыми плечами и коленями. Кстати, там есть одежда специальная, можно прям нарядиться, какие-то халаты, вот, и войти. Ну и, естественно, как и в любой буддийский храм, заходить
нужно без обуви. Я внутрь не заходила, я не люблю, честно говоря, религиозные сооружения. И была когда-то давно в буддийском храме в Элисте, но как бы больше не хочу почему-то. В целом там еще на территории есть всякие магазинчики, сувенирные лавки, часть из которых не работала из-за погоды. Можно посмотреть на выставку картин и маленький микромузей. А также на территории есть такой микропарк, в котором можно прогуляться. Он будет у меня дальше, я в ту сторону как раз ходила. Но это фигурки, видимо, по мотивам тех времен сделанные. Не знаю, их продают или нет. Вот как раз тот самый маленький парк. Там еще в стороне были лавочки, можно будет почилить. Ну, если бы была хорошая погода, я бы так и сделала, наверное. Как вы понимаете, я не очень люблю музеи, но я очень люблю вот такие вот островки красивые, где можно просто посидеть, подумать, погулять, походить. В общем, все такое. Тут места для прогулок, конечно же, совсем немного, но есть даже спуск на пляж, но из-за погоды, естественно, туда было не пройти. Но там прям красиво, там буквы вот стоят, вот кусочек этого места. И вот я гуляла по красивому храму, и снова начался сильный-сильный дождь. Смотрите, как льет. Это я просто под зонтик встала рядом с магазинчиком, где продавались напитки на территории самого храма. Короче, такая погода прям была в тот день. Очень-очень-очень мокрая. Ну, а потом, когда дождь немножко стих, я решила, естественно, оттуда выбираться, двигаться уже ближе к центру, к моей гостинице, чтобы там быть недалеко, если что. Потому что по прогнозам прям был сильный ливень и ветер. Ну и вот это, кстати, не Панагар, это я просто проходила маленький храмик среди жилых домов. Обычный совершенно. Ехала в центр на обычном городском автобусе. Ничего особенного, он был полупустой. Это очень удобный транспорт для перемещения по Нячангу. И стоит очень дешево. По-моему, там что-то вообще какие-то копейки, типа 20-30 рублей на наши деньги. Ну, вот такая погода, что поделать. Погулять в такую погоду особо не получится, но можно ходить только по магазинам, либо сидеть где-нибудь в кафешечке и пить или есть. Что делала я дальше? Смотрите.
Короче, вот такая вот история сейчас у нас за окном. Реально какой-то как ураганчик. Дождь идет и ветер сильный. Достаточно. Сейчас я закрою, чтобы не отсвечивало. Вон там даже ну, у меня по окну стекает. Немножко окно тут уже не выдерживает, если честно. Вот такой вот сезон дождей. Вот такой вот сезон дождей. Пойду сейчас подсниму улицу с балкона общего, чтобы было понятно понятен масштаб бедствия. Хотя здесь в этот сезон это нормальная ситуация, на самом деле. Надеюсь все равно, что завтра будет потише и можно будет хотя бы погулять. Сегодня я погуляла полдня и вернулась в отель. Ну, потому что тут либо ты в каком-то ресторане сидишь и ешь или пьешь, либо отдыхаешь в номере. Я выбрала отдохнуть. Такие дела. Вот такой вот получился день. Немного мокрый, немного ленивый. Ну, какой есть. Спасибо, что были со мной. Я немножко устала, буду отдыхать. Спасибо за лайки, донаты и комментарии. Мне это очень важно.